Всем привет, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на вторую половину сентября для знака зодиака Скорпион. Мы коснемся сферы работы, карьеры, бизнеса, финансов. Посмотрим, что вас ждет в отношениях. Также получим совет от карт. И у нас еще будет совет от оракула и маятник. Маятник ответит на вопрос «да» или «нет». Скорпионы, вторая половина сентября. Что у вас будет происходить в начале? Ваш настрой, ваши ожидания. Так, поменьше чуть-чуть. Так. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого они есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет в конце сентября? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды рыцарь мечей. Хотя у нас здесь императрица ложится, то может быть какие-то неожиданные новости. Также здесь может быть что-то связано, например, с мамой. Может быть какое-то известие. Вам нужно будет куда-то отправиться в дорогу. Да. Куда-то, может быть, поехать. Может быть, это неожиданная поездка в отпуск. У кого-то, может быть, здесь неожиданный переезд. Потому что здесь вот карты об этом могут говорить, что кто-то будет менять место жительства. Но еще это может быть с кем-то конфликт. Опять же, вот императрица. Это может быть конфликт по поводу какого-то нового начинания, бизнеса, работы. Но также это может быть конфликт в семье. Как бы карты все хорошие. Тут только вот может быть для тех, кто хочет что-то начать, вот есть задумка. Может быть, нужно с кем-то поспорить, доказать свою правоту, чтобы начать какое-то бизнес-партнерство, может быть, бизнес-проект. Хорошо, давайте посмотрим сюрприз, неожиданность на Ленорман, Скорпионы, вторая половина сентября. Да, здесь может быть недопонимание или в паре по поводу денег. Или это недопонимание, например, в партнерстве. Но еще, может быть, птицы могут показывать ваши сомнения, колебания. Ведь гора может говорить о том, что человек сам выставляет эту гору из-за того, что сомневается. Но вам совет ложится звезда. Она говорит, верьте, что ваши желания или ваши задумки, они обязательно исполнятся. Хорошо, в начале этих 15 дней у вас ложится королева жезлов. Да, карта может показывать вас, несмотря на то, что вы водная стихия. И она говорит, что вот любые ваши начинания будут успешными. Особенно все, что касается работы, бизнеса или, может быть, что связано с деньгами, а также с личными отношениями. Да, для мужчин здесь может быть знакомство с такой королевой жезлов. Это может быть представительница огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец. Или может быть женщина, которая занимается своим бизнесом. Как правило, королева жезлов независимая дама. Она сама лидер. И она любит работать на себя. Или она занимает какой-то, может быть, руководящий пост. Если это какие-то ваши планы, задумки, это может быть навести порядок в доме, разложить все по полочкам. Может быть, навести порядок в вашем бизнесе, в работе. Также здесь может быть у кого-то новое назначение, новая должность. Но у этого меча корона на голове, да, вот наверху. То есть это может быть занять реально какой-то хороший пост. Стать руководителем. Или продвинуться по карьерной лестнице. Здесь также может быть рост вашей репутации, вашего авторитета. Единственное, что карта говорит, не бойтесь брать на себя ответственность. По королеве жезлов вы справитесь.
Ну, а так как это не ваша масть, но для мужчин я уже сказала, также для женщин может быть здесь какое-то вот бизнес-партнерство. Но в этом бизнес-партнерстве у вас может возникнуть недопонимание. Или у вас какие-то трудности, может быть, финансовые, для того, чтобы вот воплотить в жизнь какой-то ваш проект. У кого-то из женщин здесь известие о беременности. Вот тут еще десятка кубков. Потому что королева жезлов, как правило, это женщина, которая хочет стать матерью. А императрица – это смена статуса. Ну, а если вам нужна будет помощь или совет от такой дамы, то карта говорит, да, эта женщина обязательно даст вам дельный совет или окажет помощь. Для тех, кто в отношениях или в браке, здесь ложится десятка кубков. Но здесь исполнение желания связано с вашим домом, с вашей семьей. У кого-то здесь может быть свадьба, у кого-то зачатие, рождение малыша, у вас, может быть, у ваших детей. Какое-то счастливое, радостное событие. Ну, а здесь также исполняется желание. Может быть, у кого-то здесь вот королева Пентаклей, смена недвижимости, покупка, переезд. Это когда вот ваша семья обретает свой собственный дом. Ну, а также карта говорит о хорошем времяпрепровождении в кругу родных и близких. Может быть, кто-то из скорпионов в отпуск поедет, может быть, у вас какие-то праздники, или вы на выходные отправитесь там проведывать детей, или дети к вам приедут. Ну, а также десятка кубков – это карта гармонии, взаимопонимания, любви в вашем доме, в вашей семье. Для тех, кто в поиске любви, да, старший аркан влюбленные, здесь карта говорит, что вы познакомитесь, здесь будет и притяжение, и страсть, ну и любовь. То есть в конце сентября женщина меняет статус, то есть становится императрицей. Мужчина обретает такую даму. Конечно, по влюбленным иногда. Карта может говорить о выборе. Может быть, вы познакомитесь не с одним или одной партнершей, а с двумя, например. Но здесь карта говорит, слушайте ваше сердце. Да, вот бывает, мы знакомимся. Один может быть, ну, я для женщин говорю, один мужчина может быть не очень обеспечен, но вот к нему тянется сердце. А другой, может быть, уже определился, уже имеет хорошую работу, статус. Но здесь только может быть желание обрести с этим человеком стабильность. Вот здесь вот карта вам советует выбирать сердцем. Хорошо, для тех, кто работает, у кого бизнес, здесь ложится туз мечей. Но я уже сказала, может быть, это занятие вот именно какого-то поста. Может быть, там, где вам нужно будет руководить людьми. Конечно, иногда туз мечей может показывать вот в паре раскол. Может быть, даже какой-то конфликт, ссора. И здесь вам нужно будет принимать решение. Вот гора говорит, может быть, у вас, например, в бизнес-партнерстве какие-то трудности финансовые. Или есть недопонимание по поводу денег. Здесь может быть составить крупный разговор, или что-то новое начать, или разойтись и начать свой собственный бизнес. Я вам сейчас одну карту здесь уточню. Может быть, реально в конце сентября вы начнете какой-то свой творческий проект. Но для этого вам нужно будет с кем-то, может быть, разорвать отношения. Потому что вот колесница, то есть мы с кем-то конфликтуем. Как правило, по рыцарю это может быть вот реально мы не договорились, мы не поняли друг друга, и каждый едет в свою собственную сторону, да, в свое направление. Ну, давайте мы туз мечей уточним. Но вам придется доказать свою правоту, отстоять свое, ну, если, например, бизнес-партнерство, и вы финансами вкладывались, здесь нужно будет побиться, например, за свои деньги. Или, опять же, ну, тут какие-то ограничения, борьба идет, да. Конечно, здесь может быть и какая-то работа была, которая вас не очень устраивала, что-то вас вот теснило, или вы не могли себя показать в полной мере. Здесь может быть реально какая-то новая должность, для того, чтобы выйти вот из этих, там, где вам нужно было доказывать свою, может быть, профпригодность, или отстаивать свое мнение, свою точку зрения. Вообще вот семерка – это найти свое место под солнцем. Но есть ограничения, может быть, реально финансовые. Здесь вот может быть или что-то, прибыль, получение, может быть, это что-то связано с недвижимостью. Может быть, вы что-то здесь продадите, или, может быть, наоборот, купите.
Или здесь помощь, например, от мамы. Мгм. Ну, семерка — это строить планы. Еще это, конечно, выход из иллюзий. Вот туз мечей — это ясность. Может быть, реально вот вы с кем-то работали, может быть, бизнес-партнерство было, или это какой-то поставщик, или какой-то крупный заказчик. Ну вот что-то здесь у вас может возникнуть какой-то конфликт. Конечно, это могут и конкуренты действовать. Это по тузу мечей, это отсечь всех претендентов, конкурентов, выиграть, может быть, какой-то тендер. Потому что вот здесь вот может быть отсутствие движения в бизнесе, финансовые трудности, стагнация. И здесь вам нужно вот как-то вырваться. Потому что вот эти две карты могут говорить о каком-то перспективном новом проекте, бизнесе, работе. Но это по звезде это что-то очень крупное, даже не крупное, а это очень что-то надежное, на большие дальние перспективы. И эта карта всегда дает надежду. А императрица — это может быть вот вынашивание какого-то своего проекта, работы, бизнеса. Это когда мы вкладываем семя, мы за ним ухаживаем, из него выращиваем урожай, получаем свою прибыль. Но, как правило, императрица — это или что-то связано с творчеством, или это работа на себя. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, ну, пока не вижу я у вас новой работы. Может быть, предложения какие-то и поступят, но они как-то вас не сильно вдохновляют. Да, иногда карта говорит о избирательности, абы какая работа мне не нужна, только хорошая. Еще это может быть усталость, уныние, ну, осень, может быть, какая-то меланхолия. Но в то же время карта говорит, если вы ищете работу, вот вам что-то могут предложить. Может быть, какой-то проект, бизнес, может быть, новые предложения о работе. Но согласитесь вы или нет, это уже вопрос другой. Ну, давайте посмотрим, если вам что-то предложат, что вам это может принести, да, в работе. Тройка кубков — это может быть присоединиться к какой-то команде. Но здесь вам нужно будет то ли какие-то тесты пройти. То есть вас здесь будут оценивать. Вот вы пришли, вам говорят, ну покажи, на что ты способен. Но и карта говорит, если хотите эту работу получить, здесь вам нужно будет постараться. Также это может быть влиться в чей-то проект. Но тут карта подмастерья. Может быть, вам придется еще здесь или обучаться, или кому-то стать под руку. Может быть, это вообще новая сфера деятельности, поэтому вы и будете раздумывать, принимать или не принимать эти решения. Но еще, знаете, четверка может говорить, что вот человек сидит и продумывает какой-то вот проект. То ли пока еще вы его продумываете, то ли у вас нет ресурсов для того, чтобы его начать. Но здесь вот в конце императрицы, я говорю, может быть, здесь помощь от семьи, или вот что-то, какую-то прибыль вы получите, и, может быть, вот с кем-то. Конечно, может быть и семейный бизнес, или вот там друзья, коллеги бывшие. Что-то вы здесь можете начать. Тут самое главное, карта говорит, не бойтесь вложиться. Все, будете работать, все это окупится. Ну, это как по императрице. В финансах у вас королева пентаклей, это получение прибыли, это что-то связано с недвижимостью, покупка, продажа. Может быть, кто-то здесь там ипотеку получит. Да, здесь может быть покупка недвижимости, потому что вот эта дама, это может быть риэлтор или банкир, который одобрит вам кредит. А также это может быть чья-то мама, от нее помощь, чтобы, например, первый взнос нести. Ну, еще это, конечно, повышение по карьерной лестнице. Это занятие очень хорошего, стабильного положения. А тот, кто, наоборот, уже будет переезжать, это тратится на обустройство своего уютного гнездышка. Ну, это может быть покупка мебели, интерьера. То, что делает наш дом очень уютным и гармоничным. В конце сентября ложится императрица. Ну, здесь может быть для женщин смена статуса. Кто-то, может быть, получит приглашение руки и сердца, это вступить в брак. Кто-то узнает, что вы в положении. А для тех, кто познакомится, да, женщина меняет статус, становится возлюбленной, а мужчина обретает вот такую надежную женщину, которая станет вам прекрасной женой, но и матерью вашим детям. Также это зарождение нового творческого проекта, нового бизнеса.
Ну, а по старшему аркану звезда, как совет, ну, я не думаю, что это предупреждение. Карта говорит, верьте в свою мечту, она обязательно у вас исполнится. Ну и ставьте долгосрочные цели, идите к ним. Вас ждет удача, вас ждет успех, вас ждет признание, может быть, на работе. Ну, а также для кого-то это путеводная звезда, например, для тех, кто познакомится, или вот у кого тут свадьба, например. Это надежда на благополучную, счастливую жизнь. Хорошо, давайте еще получим совет для вас от королевы Луны. Скорпионы, вторая половина сентября. Совет от оракула для вас. Так, Fruitation. Fruitation – это осуществление. Вообще у нас здесь овощи, фрукты. Эта карта говорит о сборе урожая. То, над чем вы трудились, куда вы вкладывали свои силы. Это может касаться отношений, любви. Это может касаться вашей работы, бизнеса или ваших планов. То есть вы собираете урожай тех трудов, которые закладывали ранее. Но также здесь карта может говорить, что начинает воплощаться в жизнь все ваши задумки, намерения, все ваши мечты. Хорошо, давайте посмотрим наш маятник. Так. Я надеюсь, вы уже вопрос свой задали во Вселенную. Если нет, то задайте. Маятник, ответь, пожалуйста, для скорпионов на вторую половину сентября. Исполнятся ли их задумки, мечты, желания? Ну, все, что они спрашивают. С ответом да или нет. Ну, я надеюсь, вы видите, что да, что вы задумали, все это исполнится, или это ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Буду благодарна за лайки, комментарии. Если не подписаны, подписывайтесь. Всем хорошего.